Дом стоял в тихом районе Портленда, штат Орегон, и эта тишина была не утренней, а выжидающей. Майкл Харрис жил в ней после потери жены Сары, стараясь удерживать порядок с помощью камер и расписаний. Он наблюдал за домом из кабинета, потому что так было проще, чем участвовать в жизни напрямую. Однажды на экране он увидел, как няня Эмили лежит на полу кухни рядом с его маленькой дочерью Лили. Они играли самыми простыми вещами, и детский смех, которого Майкл не слышал со дня смерти Сары, неожиданно вернулся в дом. Это стало точкой сдвига, не сразу, не резко, но что-то внутри него начало ослабевать. Эмили оказалась человеком, который приносил в дом спокойствие. Она не исправляла Майкла и не давила на него, просто была рядом с Лили, терпеливо, тепло, по-настоящему. Дом постепенно менялся. Утренние тревоги становились тише, плач реже, а Майкл начал оставаться в комнате, а не прятаться за экранами. Он понял, что контроль не заменяет присутствие. Со временем Эмили перестала быть просто работой. Майкл стал замечать не только заботу о Лили, но и ее собственную уязвимость, тень утраты, которую она несла с собой. Граница была нарушена неловко и не сразу, а затем выстроена заново, честнее и осторожнее. Он учился быть рядом, не владея и не проверяя. Жизнь в доме обрела ритм. Камеры выключались одна за другой. Появились совместные завтраки, смех, беспорядок и ощущение, что никто больше не уходит внезапно. Позже в семье появился еще один ребенок, Наа, и прошлые потери не исчезли, но перестали быть центром всего. Годы спустя дом наполнился голосами, рисунками и обычным шумом. В углу потолка все еще висела последняя камера, забытая привычка из старой жизни. Майкл однажды выключил и ее, не потому, что опасность исчезла, а потому, что доверие наконец стало сильнее страха. Дом больше не был местом тишины. Он стал домом.